Привет! Сегодня у нас 7-й день Золотого пути души. И это завершение. Это крах. Это та точка, из которой вы должны подняться. То есть 10 мечей — это когда завершение мучительных отношений. Это когда завершение этапа пути. Это неожиданное стечение обстоятельств. Крах, непреодолимые силы обстоятельства. Но из этой точки вы можете стартануть в новую свою жизнь. Потому что это точка предела, когда все остальное завершено. То есть вот этот старый этап, он завершен. И вы не тянете больше ничего в свою будущую жизнь, в свое будущее, в свое счастливое будущее, если вы намерены познать, что такое вообще счастье, и по другому пути пойти, более осознанный путь, более интересный, более возвышенный. Вот это 10 мечей. Это когда человек валяется в депрессии. Это когда очень сильная болезнь, при смерти. Это также в вашем пространстве какое-то событие, либо ситуация, которая поставила просто точку. Это прям точка невозврата, когда назад не получится. Откатиться назад, там, что-то переиграть, что-то перестроить, попытаться сделать, вывести то, что уже не работает, или отремонтировать и починить то, что уже отжило, невозможно. Давайте посмотрим вообще, в каких процессах вы сейчас прыгнули в это неизвестное, и у вас перерождение души идет. Прям полным ходом. Вот она, трансформация, карта трансформации. Посмотрите. Вот из этой скорлупы вы наконец-то начинаете вылупляться. Чувствовать свою душу. О-о, это да. И только через прыжок в неизвестный вы не знаете, что вас ждет. То есть произошла ситуация, которая поставила точку в старых отношениях. Это развод, это расход, это исход, можно так еще сказать. Это смерть, да. Вы перерождаетесь, это тоже период, это не за один день. Душа вылупляется не за один день. У вас прохождение через труднейший период своей жизни идет сейчас. Перестройка всего вашего тела, ментала, тонких тел. Вы идете в истинное партнерство, в истинную любовь, божественная любовь вселенского масштаба. В изобилие. Прям вот изобилие. Это ваша мечта. Ваша мечта, которую вы лелеяли, холили очень-очень долгое время, давно. Это прям как когда маленькими детьми вы еще в этом состоянии находились. Вам придется пройти через эти препятствия. Для чего? Чтобы играючи перенаправлять всю свою энергию на воплощение своих замыслов, целей. Когда вы играете этими энергиями, вы управляете полностью ими.
Но это не контроль, это не про контроль. Это про управление именно. Потому что препятствия будут, но вам открываются сейчас дороги все. Сейчас, либо в ближайшем будущем. Все зависит только от вас. Только от вас. От тебя, человек, который слышит меня. Танцевать в космосе, на Луне, это для девушек. Познавать свою вот эту природу, эликсир свой божественный пробуждать. Да, и у вас напрямую источник к вам идет. Просто вот у вас связь с Высшим. Это подпитывает вас на всех уровнях бытия. Причем это в материи. И это дает вам небывалые силы, надежду и процветание. Но вы должны это заметить. Эти возможности вы должны увидеть и, более того, взять их. Спасибо. Всегда я так. Все, значит, все истина. У вас сейчас у людей, которые меня слушают, возможно, в отношениях с любимыми людьми, с человеком, с партнером есть какие-то терки есть они. Так. И притом оба страдаете от этих терок, оба. И девушка страдает, потому что она зависает в иллюзиях, в мечтаниях, фантазиях, и когда же это все закончится, думает. И он задыхается, он уже задыхается от этого, от этих претензий, от этих каких-то болевых моментов, которые никак не можете решить. Не пытайтесь починить то, что уже починке не подлежит. Я не говорю сейчас о том, чтобы фильтруйте опять. Информация не для всех. То есть, если вы чувствуете, если вы знаете, что у вас все, умерло. 10 мечей – это когда убитое состояние человека. Это когда в отношениях это полный крах. То есть, все. Это обычно именно развод. То есть это официальная структура, когда семья распадается. И нельзя починить то, что починке не подлежит. Химичить, пытаться что-то там натянуть сову на глобус, нет, это не та тема. Почему? Потому что это по дьяволу, это темное. Это темнота, это приводит к темноте, это приводит к тому, что к зависимости. Причем тотальная зависимость, когда человек, партнер. Я сейчас не разделяю, мужчина это или женщина, но в зависимости от другого в этих отношениях он мучается. Один мучается, другой начинает жрать его ресурсы. И это не обязательно девушка мучается, а мужчина там богатеет. Нет, бывает и наоборот. Потому что вам прописано вот в хрониках Акаши, в ноосфере истинная любовь. Когда две звезды, они идут, две судьбы идут параллельно, взявшись за руки, они идут в свое развитие вместе, они вместе преодолевают все. Они вот так вот, пытаюсь как-то что-то там. Ребят, многие из вас столкнулись с тьмой
Тьма — это, ну, прям в сущности, да. Бесятина есть, да. 3 карты бесятин, я вам скажу. 3. И причем это в партнерских отношениях именно. Может быть, это прошлые ваши партнеры. Смотрите по своей ситуации, но здесь тотальная зависимость от другого, агрессия, подавление воли, по тьме, когда ни одного светлого пятна нет, когда по тьме. И когда другой человек позволяет себе просто брать и брать и брать, он берет все: молодость, красоту, здоровье, импульсы, энергию самое главное. Потребляя это все, он становится просто чудовищных размеров. Этот человек, у него эго растет до просто предела. Ну, то есть оно огромное. А ваш корабль судьбы просто поглощается вот этим. Но это, смотрите, это, это не обязательно, что человек так. Это может быть в отношениях, когда сплошь и рядом манипуляции, когда ложь, когда обман, когда используются запрещенные приемы. Запрещенные приемы — это подавление воли в любых аспектах. Это завиноватить, это сказать человеку, даже просто помыслив о нем в негативном аспекте, можно проклясть человека. И он потом мучается, да. Но создается впечатление, что у нас-то прекрасный союз, посмотрите на публику, мы при статусе. Сейчас я вам рассказываю, на самом деле, как обстоят дела на самом деле, да. Спасайте в себе то, что у вас есть, самое ценное, самое живое, самое чистое, самое ясное. Вот этот свет, вот этот росток, эту силу свою, эту самость, эту энергию жизни спасайте. Это самое ценное, что у вас есть. И свечка это подтверждает. У меня трещит свеча просто. У вас есть ваша звезда, у вас есть ваша дорога, ваша заветная мечта и ваш человек. На этой планете он есть партнер. Все сейчас, сегодня вернутся в свое детство. Вернитесь, пожалуйста, в свое детство, где вы увидели нечто очень страшное. С чем вы столкнулись? Что это было? Может быть, это случилось именно с вами. Может быть, в вашей семье. Может быть, это вы просто ребенком, это запечатлелось у вас в памяти. Это нечто темное. Вы пытаетесь, вы постоянно оглядываетесь назад на этот сломавшийся момент во времени. Но на самом деле там нельзя ничего исправить. Там можно только исцелить. Как исцелить? Через свою внутреннюю силу и осознанность. И смотреть только вперед. Не на сломавшийся корабль. Смотрите, какие карты.
Потому что карты отражают на самом деле очень глубинные аспекты личности. Вот все думают, картинки какие-то. Нет. Вот смотрите. Ребенок смотрит на развалившийся старый корабль. Его нельзя починить, он уже сломан. А вот взрослый человек, девушка, ну, неважно на самом деле, юноша, девушка, кто меня смотрит. Вы смотрите, взрослый человек, вы смотрите на целый корабль. И вы смотрите в свое будущее. Потому что здесь ребенок смотрит на свое прошлое. Через пробуждение в себе этой силы вы сможете это исцелить. Исцелить. Позвольте той ситуации, тем людям, которые присутствовали в этой ситуации, поблагодарить их за то, что они преподали вам этот урок. Либо, если это было что-то страшное, чему вы были свидетелем, опять простить, себя простить в этот момент, себя. Потому что вы ничего не могли с этим сделать, ничего, никак повлиять на эту ситуацию. Она должна была случиться именно перед вашими глазами. Или именно с вами это произошло. Насилие любого рода, тьма, чернота, зло. Ну вот зло просто, зло. Позвольте этому уйти. Позвольте этому уйти туда, где там разберутся с этим. Где разберутся на тонких планах. Позвольте этой ситуации и этой тьме уйти в тартарары, просто вот в преисподнюю, где ей и место. И пусть даже это произошло именно с вами, вы должны простить себя. Прежде всего. Смотрите, у вас есть выбор. Либо я отпускаю эту ситуацию, позвольте ей уйти, она должна уйти, человек должен уйти. Просто отпустите его. Умерший человек, он должен уйти. И что вы выберете? Вы выберете, когда вот, понимаете, люди, просто человек отлетает от своего корабля судьбы. Он просто отлетает, потому что он разваливается по частям уже сейчас. Я говорю, 10 мечей – это развал, полный крах. Либо вы выберете старт, новый старт своей ракеты. Когда от вот этого пламени все просто разлетается. Все зажигается, да? Маг своей судьбы – это тот человек, который управляет своей судьбой и своими решениями, своими мыслями, намерениями, потому что мысли материальны, они воплощаются все абсолютно. У многих просто фатальное такое, знаете, мышление, фаталити прям, в негативном ключе, в негативном ключе. Вы же можете предсказывать себе, наоборот, позитивные перемены, что-то позитивное. То есть перенастройка своего мозга сейчас идет. Наполнение себя ресурса, энергии. Это энергия чистоты, это энергия воды. Через воду. Через воду очищение будет. Вам нужно, ну как дурак просто, знаете как, обнулить вот это все. Встретиться лицом к лицу с этой ситуацией, с теми людьми. Ментально, конечно. Что еще? Господи, болтает здесь.
Все, что должно уйти, должно уйти. Умереть должно умереть. То есть вот это во всех аспектах. Отпустить свои любые ситуации, в которых вы оставили частицу своей души. Это энергия. Вы туда сливаете тонну просто своего ресурса в ту ситуацию, пережевывая ее. Это не обязательно детство, это может быть юность, это может быть просто недавнее прошлое, когда вы столкнулись с каким-то злом. Ну, то есть реально для вас это, мир поделился на до и после. Но только через вот этот крах, через вот эту точку вы можете взлететь. То есть это уже... Я когда говорила про глубину, да, это вот в первых раскладах наших. Глубина, она... Это познание, глубина познания. То есть вы все равно, вы начали уже свой путь, золотой путь души, даже прослушивание, эти практики, эти расклады, они имеют трансформационный характер. А вот это как раз сегодня, 7-й день, это точка невозврата, когда уже все, это как раз вот дно Марианской впадины. Все, дальше ничего не существует, жизни нету дальше. Поэтому вам нужно это на всех уровнях бытия отпустить. И мы сегодня этим будем заниматься, отпускать это все. Потому что не отпустив свое прошлое, зависая в прострации с призраками прошлого, призраки, вы постоянно их реанимируете. А он сказал, она сказала, а он что сделала, она сделала и так далее, да. К родителям то же самое. Вот это вот все, когда вы вот эти пережевываете постоянно, вы в этой ситуации находитесь, вы сливаете туда свою энергию, вы получаете не партнерство, когда у вас 2 портала, 2 открытые двери, и вы входите в них. Нет, у вас получается одиночество, пустота и холод. Холод собачий, когда, понимаете? Когда вы мечтаете в одиночестве именно, когда вы зависаете в пустоте, в полной тьме, когда у вас ничего не держит, только маленький шнур и скафандр, и то корабль уже разваливается, а вы в этой пустоте, в этом космосе, в небытии, понимаете? Когда на вас атака идет со всех сторон, просто потому что ваше энергетическое тело повреждено. Это дыры в вашем энергетическом теле, потому что вы сами протираете эти дыры. Когда не хотите вступить в новое, вот действительно, я вступаю в новое, абсолютно, как сказать, вы как подготовленный человек, у вас есть опыт бесценный, да, который вы получили, вы этот опыт принимаете, вы прощаете себя в этом опыте, вы идете себе на помощь, если это необходимо. Сейчас из взрослого состояния вы возвращаетесь в ту ситуацию, когда что-то произошло с вами, или что-то вы видели. Сейчас из взрослого состояния вы возвращаетесь туда и с четкостью и осознанностью разворачиваете, разруливаете эту ситуацию, либо защищаете того мальчика или ту девочку, которая попала в эту ситуацию, вас самих в детстве. Ну, или в детстве, либо юность, когда вы были в полнейшем нересурсе, либо когда вы болели очень сильно, в депрессии валялись, понимаете? Я просто знаю такие случаи. Возвращайтесь в ту ситуацию, возвращайтесь тому человеку на помощь, вы должны прийти сейчас, потому что вы сейчас ресурсный. Потому что вы сейчас ресурсный, еще раз повторю, вы сейчас воин света, вы просто берете и отсекаете полностью
ваше энергетическое тело от любых негативных воздействий со стороны других людей, либо этой ситуации. Но чаще всего ситуация связана вообще с людьми. Вы возвращаетесь туда. И помещаете того ребенка или того человека, который попал в эту боль, в эту точку боли. Вы его обнимаете как самого себя, понимаете, о чем я говорю? Обнимаете его и находите ему место в своем теле. И энергетически просто черту проводите, понимаете, мечом этим черту проводите между вами и этими людьми. Это защита, это ваша защита. Так. Не ведитесь, пожалуйста, на дьявольские всякие уловки псевдо близких людей, которые там, да я тебе помогу, они вас не приведут к вашему пути, потому что никому не выгодно, чтобы вы были счастливы, никому, даже вашим родителям. Это им не выгодно, потому что все рожают для того, чтобы в старости стакан воды, понимаете? Эти родители делают чудовищные вещи со своими детьми. Потом взрослые дети огребают по полной программе. Когда они взрослые люди, они не понимают, почему у них жизнь к херам просто катится, потому что они всю жизнь доказывают маме или папе, что я хороший, что я достойный человек, что я личность, что у меня есть таланты, что я прекрасен просто потому что, вот я человек. А вы всю жизнь доказываете свою хорошесть и маме, и папе. Примите меня, пожалуйста, примите, заметьте меня. Так, давайте так. Что мы должны сказать? Какая-то практика, либо... Да, отпустить. Что? Я не являюсь аутсайдером. Я тот, кто я есть. И я не должен всю жизнь сидеть за решеткой и видеть красоту этого мира только из-за прутьев клетки, в которую меня посадили, ребенком. А я всю жизнь, как маленький мальчик или маленькая девочка, смотрю на этот мир, который за пределами этой клетки. И он прекрасен, он меня манит, но меня не пускают туда. Потому что ее закрыли на 7 засовов. Сиди здесь, в этой стабильности, в этой семье. Доказывай всем, что тебя можно любить. Я зрелый человек, я зрелая личность. Сейчас я взрослый человек, который полностью сложил пазл в своей голове, примирил в себе все стороны. И этот пазл сложился самым гармоничным образом для меня, для моего разума и тела. Потому что я сам собирал эти пазлы с разных ситуаций, постоянно прорабатывая, возвращаясь туда.
Познавая это все в тишине, мне никто не помогал. Я был в тишине, я был один. Я была одна. Я разговаривала со звездами. И в моей голове бушевали войны. Но я одержала победу. Я одержал победу. Я понял, что я человек тот, кто обладает несокрушимой волей, который действует, который в ресурсе всегда, потому что он собрал весь свой энергетический ресурс, всю свою энергию, всю свою силу, которая пробилась даже сквозь асфальт. Проросла эта сила, как бы ее ни гнобили, как бы ни затыкали вас, как бы вам ни говорили, что вы недостойный человек, вы пробудили в себе этого мага, этого волшебника, и вы готовы. Я готов. Я готова выйти из этой клетки. Я готова. Я готов выйти в свое цветение и творчество. Великое творчество. Творчество — это во всех аспектах. Я готов. Или я готова, я, душа, готова совершить этот прорыв. Фундаментальный прорыв, который переведет меня к тотальности во всем. Тотальное присутствие во всем. Во всех аспектах моей жизни, когда я чем-то занимаюсь, я действительно занимаюсь этим и больше ничем. Это приведет меня к Творцу в себе самом, потому что я по образу и подобию Бога. Я Творец своей жизни и своей судьбы, золотого пути судьбы. Вот какая у вас воля, посмотрите, вот, где она располагается. Я готов к приключениям. Я, душа, я готова к приключениям. Я иду навстречу радуге. Еще маленький ребенок, маленькими шажками, но я преодолеваю свой страх, и я просто иду в это свечение. Я позволяю себе замедляться, когда это нужно. Я позволяю себе осознать, что я и есть вся Вселенная, во мне весь мир. Мне не нужен ни один человек, который должен подтверждать мою значимость для этого мира, потому что я априори значима для этой Вселенной. Я и есть эта Вселенная. Я позволяю разрушить под фундамент и обнулить, сокрушить с силой мага, сокрушить весь свой печальный опыт всех моих воплощений, который прописался в моих клетках тела и который я несу до сих пор. Я позволяю сокрушить это и аннигилировать полностью. Получить новый взгляд на свое воплощение, на свою жизнь. И стать для самого себя гидом, свечением этим. Услышать голос своего хранителя, своего ангела,
увидеть взмах его крыла и пойти за ним, зная, что он меня всегда защитит. Я обретаю гармонию, целостность и чистоту. Я позволяю себе довериться замыслам Вселенной и плыть по течению, а не против, не прогибая пространство, превратиться просто в ничто, в тотальную пустоту, в черный космос, где нет ничего, нету морали, но есть только возможности для доверия, для прыжка в это неизвестное, с тотальным доверием. Я доверяю Вселенной, я отпускаю себя в этот опыт, в свою новую жизнь, без стрессов, без моральных устоев, которые давят мне на голову. Я не позволяю никому сравнивать себя с кем-либо, либо себе сравнивать и усомниться в том, что я нужен этому миру. Я пробуждаюсь из замороженного состояния и обретаю свою силу через состояние мастера. Состояние мастера — это высшая ипостась. Это человек, который, он обладает мастерством в деле, но также этот человек, который познал истину в самом себе, который пробудил этот свет в себе, и он полностью замкнул эту цепь, понимаете? У него не разодранное тело энергетическое, у него целостное тело, потому что оно исцелено полностью. Я своим контролем, доказыванием кому-то своей силы, что я значим. Понимаете, какие процессы идут? Своим контролем я привел себя в состояние полного истощения. Когда у человека депрессия, когда у человека болезнь физического тела. А потому что я постоянно цеплялся за свое прошлое, пытался что-то там вычистить в этом прошлом, когда мне нужно было просто обнулиться и отпустить это прошлое. Обнулиться — это значит, я шагаю с доверием Творцу. У меня есть букет невинности белого цвета. Да, возможно, я шагаю, не знаю куда, но меня там подхватят, я знаю точно. Потому что я тот человек, который обладает огромным энергетическим запасом. Это такой объем, который может исцелить всю планету, осветить весь город. Вам дан огромный ресурс для того, чтобы вы пошли в примирение, в дружелюбие, в любовь. Вот любовь, которая основана на вот этом доверии, понимаете? Это высшая ипостась любви к ближнему своему, к своим детям, вообще к мирозданию. Я понял то, что этот опыт должен был случиться со мной, потому что я его несу из прошлых жизней, где я много совершала либо совершала ошибок, где я много допускала излишеств,
где были зависимости, где я притворялся долгое время, где мой разум пытался командовать жизнью, а так невозможно. Я был просто шестеренкой в механизме. Я был никем на протяжении многих-многих воплощений. Я притворялся не тем человеком, кем я являюсь, а я являюсь истинным свечением. Это приводило меня в отшельничество, в праздность или уход от проблемы. В какую-то ситуацию, знаете, когда мы другими людьми пытаемся залатать эту дыру в себе самом, когда праздное препровождение времени. Либо отшельник, либо в кабак, понимаете? Вот в таком контексте. Да, в лень, полное такое кайфажорство. Где была не истинная любовь между людьми, а были только проекции. Кем должен быть настоящий мужчина, кем должна быть настоящая женщина. Не было исцеления. Сейчас происходит это исцеление. И между исцелением и источником недостаточность, мизер. Я свой весь энергетический ресурс сейчас собираю в себя и иду в свой источник, пробуждая его на дне колоды, пробуждая его, этот источник. Живя обыкновенной жизнью и свою жизнь, когда вы спускаете на уровень грубой материи, ну так все живут, ну и я так буду жить. Это приводит прямиком в чувство вины и такую адскую просто боль, когда вами управляют сущности, темные энергии, когда вы идете на компромисс, там, где нельзя идти на компромисс. Сейчас вышел высший суд. Это просто завершение этого кармического урока. И этим раскладом мы завершим именно этот кармический этап. Десятку мечей. Вне иллюзий, когда всем по справедливости. И по карме тоже. Нельзя играть в политические игры с самим собой. Нельзя быть лицемерным, нельзя быть. Надо переродиться, это все переродить в себе. Вы человек. Вы как будто всю жизнь доказываете, что вы человек, что вы стоите внимания, что вы стоите того, чтобы вас любили. Опять эта карта. Вот как бы я ее не мешала, вот. Это лицемерие, это ложь, это маска, которая приводит вас в бездну печали. Потому что вы откладываете свою жизнь. Откладывать трансформацию нельзя. Сейчас то время, когда вы должны посмотреть на все вообще днище просто своей жизни. А так случилось, что несмотря на весь ваш сейчас статус, где вы живете, как вы живете,
вы пришли в ту точку, когда откладывать нельзя. Потому что внешне вы можете цвести, вроде бы как все классно, я такой реализованный человек. Так почему же вы здесь? Потому что вы хотите щедрости, потому что вы хотите исцеления, все хотят исцелить свою мечту. Почему же такая кривая мечта-то у меня? Я всегда мечтала о чем-то высоком, но почему выходила всегда вот так? Потому что это ваш путь. Вот этот путь, и он открывается вашими шагами к солнцу. Потому что в состоянии пленника вы многие воплощения. Вы просто не выполняете эту кармическую задачу, этот урок, который нужно завершить, услышав свою душу, услышав ее голос. А он тихий, обычно он очень тихий, то есть это не громогласное. Громогласное — это когда разум вам говорит, а душа, она очень тихо говорит, обычно она шепчет. Это приводит меня к победе, к расширению моего сознания до космических пределов, где пределов нет. Это космическое сознание, понимаете? Это божественное сознание. Вот оно, божественное сознание. Смотрите. Вот карта, да, сжатие. Космическое сознание, пробуждение сначала. Победа. И расширение. Аннигиляция, понимаете, всего темного до уровня Будды. Ой, отпустите меня уже. Это прям тяжело это. Тяжело этой энергии проводить. Просто возьмите этот шанс. И я беру этот шанс, я готов. Мужчины, вы готовы стать вот этим светочем. Женщины, вы готовы к партнерству с таким мужчиной. Это светоч, это высшая ипостась мужчины, это защитник, это тот, кто владеет полностью материей, своей волей, энергией, и он оберегает все свое государство, то есть и всех своих. У него нет подданных, у него есть любимые люди, которых он ведет с собой, своим участием вообще в их жизни, в легкости. В легкости, а не в контроле. Он просто отрывается. Я человек сейчас, я отрываюсь от этого. Опыт. И иду в свою невинность. И я защищен от всей тьмы просто своей практикой и прослушивая этот расклад. Давайте сейчас посмотрим результат этой практики. Что нам скажут высшие силы. Результаты этой практики. То, что мы сейчас сделали, сказали эти слова. Вы прослушали просто мои слова, мой расклад, и именно душой. Послушайте, пожалуйста, если, чтобы вас никто не беспокоил в этот момент. Переслушайте какие-то моменты, запишите себе. Ну, как-то в себе уложите, в общем. Не надо походя это делать. Результат практики. Давайте вот так. Потом просто перемотайте этот момент. Хорошо. Какая карта раскладывает?
Очень сильные энергии идут. На дне на самом деле то, что, к чему вы должны прийти. В конце этой трансформации, это 14-й день наш будет. Вот это мы будем прорабатывать с вами. Ваш источник. Результат трансформации вот этого дня, 7-го дня, королева чаш. Примирение в себе, прощение себя, пробуждение в себе силы. И опять пробуждение своей чувственности и прощение. Это нежное отношение к себе. Это творческое начало. Вы сейчас просто отплыли от зависимостей, где вы были жертвой. Всегда, во всех воплощениях. Либо вы были жертвой, либо вы кого-то подвешивали в такое состояние. Вы сейчас это все обнулили своим свечением, своим, причем это корона, это действительно свечение высшего ранга. Вы сейчас учитесь распознавать действительно любовь. Вы идете в эту любовь. Сначала вы идете в эту любовь. Это очень важно. Вот я просто сейчас прям чувства у меня нахлынули. Это сейчас ваш выбор. Как вы хотите, какой сценарий. Чтобы было вот так. Это 10 дисков. То есть это 10 пентаклей, это богатство, это процветание. Процветание в материи именно со своим человеком, в семье. Вот в такой семье. Когда допотопные времена, когда до 900 лет жили вместе, долго и счастливо. И вы пришли. Вот от этой точки вы сейчас отталкиваетесь. Это 10 мечей, которая сегодняшний день как раз. Вы просто взлетаете от этой точки, и вы идете сюда своим выбором и своим намерением. Своим намерением светить, пробуждать этот свет, идти к солнцу всегда. И это по справедливости, и это настоящая семья, это счастье в партнерстве. Понимаете, это наполненность. Это вот когда, знаете, 9 кубков, это когда исполнились все ваши желания, а 10 кубков, когда не хватает одного кубка до вот этого счастья тотального, потому что вы вместе, в семье, в настоящей семье, где никто друг друга не проверяет, не юзает, не обманывает, не предает, где любовь к детям, где любовь к родителям, где любовь друг к другу. И это по справедливости идет. Этот союз по справедливости. Выше. Вы прошли через огромный этап своей жизни, через такие уроки, где била по башке просто вот нехило каждый раз. Как будто вы прорабатывали этот урок, но никак не могли его пройти. Но вы его прошли. Сейчас время праздновать. Сейчас время праздновать. Это просто, я не знаю, это фундаментально. Тройка. Смотрите. Все, это частота альфа. Смотрите. Вы
Девушки, приходите в статус императрицы, и у вас новое начало. Новое начало, то есть это в материи новое, что-то новое вы будете выстраивать. Мужчины, у вас пробуждение вот этого состояния, когда вы доверяетесь полностью в этом свете, вы обнуляетесь, аннигилируете этим светом всю тьму, которая была. И вам взамен вот на это состояние и это партнерство, которое вас просто истощило до нельзя, вы обретаете вот такую женщину. Это лучшая женщина на этой планете именно для вас. Потому что она воплощение всех. Она весь мир для вас. И у вас с ней новое начало. Да будет так. Сегодня этот день, 7-й день. Пожалуйста, порадуйте себя чем-то. Потому что вы прошли огромный этап. Просто какое-то маленькое поощрение себе. До встречи.